Арктическая пустыня тихо дремала под вечными снегами, когда команда археологов из Соединенных Штатов прибыла к заброшенному исследовательскому лагерю. Их поездка началась с внезапного сообщения от одного из спутников. Среди ледяных полей появился аномальный тепловой след, который по размерам превышал любой известный объект, созданный людьми. Уже через несколько дней после прибытия в лагерь начался неожиданный ураган. Ветер срывал палатки, инструменты улетали прочь. Когда ураган поутих, часть ледника к западу от лагеря буквально провалилась вниз, открывая гигантскую трещину. Среди осколков льда и снега археологи впервые увидели нечто, что сразу выбилось из привычных находок. Под слоем прозрачного вечного льда вырисовывались строгие симметричные контуры. Там, где скалы окружают ледник, лежал огромный силуэт, вытянутый почти на 25 футов в длину и около 10 футов в высоту. Лед преломлял свет причудливыми узорами, отчего казалось, будто под землей дремлет гигантское чешуйчатое существо. Археологи бросились к месту провала, специалисты по георадару тотчас притащили оборудование. Размах крыльев этого существа подо льдом был неестественным, около 30 футов. Но никто не видел там костей или рогов, сквозь лед проглядывал металлический блеск. Уровень страха в команде нарастал. Старейший техник припомнил слухи о нацистских базах в Арктике, но никто не верил, что это нечто может быть делом рук человека. Зимой 1944 года в этих краях действительно шли ожесточенные воздушные патрули, но все, что находили раньше, лишь руины палаток и ржавые куски техники. А теперь перед ними расстилался целый гигантский объект, о существовании которого нет ни одного отчета в архивах, ни союзников, ни любой известной стороны конфликта. Никто из команды не отходил от гигантского ледяного купола. В течение последующих дней они возвели вокруг находки деревянные настилы, чтобы хоть как-то защитить свой лагерь от новых обвалов. Каждый вечер с крыла машины стекал тонкий иней, а на утро снова появлялся налет инея, будто объект дышит подо льдом. Вечером кто-то заметил странное свечение в глубине трещины. Команда решила отправить камеру на тросе глубже внутрь льда. На экране впервые показалось нечто впечатляющее. Гладкие металлические пластины, усеянные загадочными символами и отверстиями, похожими на сопла. Один из молодых студентов, работавших в лагере, уверял, что видит в ледяных узорах очертания огромных турбин. Археологи спорили, сравнивая объект с подводной лодкой, огромным самолетом или даже прототипом ракетного комплекса. Однако длина, форма, а главное почти идеальная симметрия не сходились ни с одной известной моделью середины 20 века. С каждым днем напряжение в лагере росло. Главный инженер, вооружившись ручной пилой и старым терморезаком, начал аккуратно снимать ледяную корку с борта. Под первым слоем оказался толстый слой обшивки из какого-то неизвестного сплава. Лед не просто намерзал на корабле, казалось, он рос прямо изнутри металла, при каждом соприкосновении с воздухом вспучиваясь и разламываясь на сверкающие осколки. К полудню третьего дня находка уже полностью растянулась на поверхности, открывая еще более странные черты. На обшивке были отчетливо видны следы ржавчины, но все детали были настолько аккуратно подогнаны, что даже через трещины ледник не смог пробраться внутрь. На крайних секциях корпуса обнаружили странные решетки, которые при ближайшем рассмотрении оказались вентиляционными каналами, совершенно не похожими на детали известных боевых машин. Поскольку солнце не заходило за горизонт, объект мерцал под свинцовыми лучами ровным серебристым светом. Даже самые опытные археологи в команде не решались сделать предположения вслух. Одно было ясно: под ледником спрятан механизм, значительно превосходящий обычные военные разработки середины 20 века. Команда лихорадочно пыталась придумать, как быстрее убрать еще один слой льда, ведь у них впервые за долгие десятилетия был шанс дотронуться до неразгаданной тайны. Но едва первый кусок льда рухнул у основания корпуса, с глубины объекта донесся странный гул, отчетливо ощущаемый сквозь подошвы сапог. Интригующий и холодный металл ждал своего часа, а тем временем в воздухе постепенно повисал все более странный запах, смесь старого топлива и чего-то напоминающего озон. Именно в этот момент команда впервые заметила, что температура вокруг находки стала ощутимо теплее, словно массивное тело под льдом источало собственное тепло. Настоящее открытие только начиналось, и каждый из исследователей понимал, все увиденное сейчас — только начало. Впереди их ждали детали, которые не сможет объяснить ни один учебник.
Теплый воздух быстро растаял вокруг загадочного корпуса, и уже утром 4-го дня на солнце сверкали первые детали машины, прочно засевшей в ледяном плену. Археологи, вооруженные терморезаками и топорами, шаг за шагом освобождали холодную гладь металла. На свет вылезли необычные заклепки и полосы, тянущиеся вдоль корпуса. Кто-то нашел участки, покрытые толстыми выпуклыми швами, напоминающими киль корабля, но тут же наткнулся на гладкие панели с тонкой гравировкой, по стилю совершенно не похожей ни на одно известное инженерное решение тех времен. На одном из бортов обнаружились массивные цилиндрические выступы, будто бы сваренные из разных слоев металла. Один из студентов заметил небольшие спиралевидные решетки, напоминающие радиаторы, однако все трубы были полностью запаяны с обеих сторон. Металл был настолько гладким, что инструменты буквально соскальзывали, не оставляя ни царапины. Стоило кому-то из команды снять очередную ледяную пластину, тут же на поверхности появлялись черные линии, похожие на следы выгоревшей смазки. Один из инженеров принес портативный анализатор. Первые пробы показали что-то невообразимое. Сплав включал в себя никель, медь и цинк, но содержание каждого элемента отличалось от любого известного военного сплава середины 20 века. Рядом с местом раскопок один из стажеров споткнулся обо что-то твердое. Под тонким слоем льда лежала огромная закругленная деталь, похожая на носовую часть какого-то транспортного средства. Когда остальные расчистили ее, открылась серия плавных выемок, будто по этому месту когда-то скользили мощные захваты или когти огромного механизма. Дальше — больше. Правый борт удивил элегантными створками, собранными в сложной пятиугольной конструкции. В центре створок виднелось крохотное окно толщиной не больше дюйма, но стекло мерцало странным зеленым светом, словно в нем было что-то заморожено навсегда. Археологи кинулись к этому месту, пытаясь понять, что скрывается за стеклом. Но и тут машина не спешила раскрывать свои секреты. Окно оказалось покрыто тончайшей пленкой инея, которая тут же появлялась вновь после каждого касания. Не успели исследователи отойти от этой странности, как разведчики, работавшие на другом конце корпуса, нашли нечто еще более необъяснимое. Прямо в центре одной из панелей был спрятан круглый люк диаметром почти 4 фута, у которого не было ни одной видимой ручки или замка, только сложная вибрирующая кромка, будто металл слегка пульсировал в такт каким-то невидимым толчкам. Они попробовали надавить, постучать, даже посветили фонарем, люк не поддавался ни одному известному способу вскрытия. Слева от основного корпуса, под тонким слоем обмороженной земли, расчистили нечто похожее на гигантскую опору, черный цилиндр шириной почти 2 фута, уходящий глубоко в снег. При ближайшем рассмотрении на нем обнаружились рельефные символы, которые не напоминали никаких привычных букв или чисел. Кто-то из команды заметил, металл отдает слабой вибрации, если приложить ухо. Звук был схож с механическим жужжанием, будто огромная пружина медленно раскручивается где-то в глубине устройства. Когда солнце, скользя по горизонту, снова коснулось верхушки находки, вся машина начала вдруг странно мерцать. Лед по периметру начал таять неравномерно, на некоторых участках он будто бы отходил от металла сам, образуя вокруг загадочного объекта изогнутые ледяные арки. Это позволило дотянуться до ранее недоступных элементов. На кормовой части стали видны отверстия, больше похожие на сопла, из которых струился неуловимый горячий пар. Вся команда замерла, гадая, это результат их работы, или же машина сама поддерживает вокруг себя определенную температуру. Изучая корму, археологи нашли странные полосы, уходящие вглубь корпуса. Специалисты по механике предположили, что это могут быть направляющие для какого-то внутреннего транспорта. На одной из панелей под слоем ржавчины проступил герб, стилизованный орел с непонятной эмблемой на груди. Ни у одного из историков не нашлось сходных примеров в архивах Третьего Рейха или союзников. Пока часть команды пыталась зафиксировать все появляющиеся детали на камеры, другие заметили нечто тревожное. Вокруг объекта стали появляться круги талой воды, будто бы машина дышит, испуская невидимые потоки тепла. В воздухе витал слабый запах раскаленного металла и чего-то химического. Один из студентов взял пробу воды и обнаружил, что она содержит следы какого-то редкого растворителя, который не встречается в природе. В этот момент команда поняла, обычными научными объяснениями здесь не обойтись. Как только очередной кусок льда рухнул, где-то из глубины машины раздался металлический щелчок. Пожалуй, это стало самым странным моментом за все дни. Все, кто был поблизости, почувствовали странную дрожь в груди, будто неведомая сила тянет их ближе к люку. Машина не только демонстрировала невозможные технические решения, но и реагировала на происходящее вокруг.
Оставалось только сделать следующий шаг — найти способ попасть внутрь, чтобы узнать, что скрывает этот исполин. Именно там, за холодным металлом, таились ответы на вопросы, которые команда даже не успела сформулировать. День был сумрачным, когда основной отряд впервые подошел к раскрытому люку. Лед уже окончательно сошел с верхней части корпуса. Главный инженер, не выпуская из рук фонарь, первым коснулся металлической кромки. Люк не сопротивлялся, поверхность будто ответила на его прикосновение, кромка с легким треском отступила вглубь, и тяжелая крышка сдвинулась в сторону, открывая тоннель, облицованный гладкими листами какого-то темного сплава. Внутри царила глухая тишина, только глубокое эхо улавливало малейшее шуршание одежды. Заглянув в проход, археологи заметили ступени, уходящие вниз под углом в 30 градусов, и мощные ребра жесткости, встроенные прямо в стены. Инженер Осборн шагнул первым, потянув за собой кабель переносной лампы. За ним двинулись остальные — студент Беннет, механик Фрейзер и полевой историк Моррис. Каждый шаг отзывался металлическим стуком, при этом воздух внутри был неожиданно теплым, словно машина хранила остатки какого-то древнего жара. На 5-й ступени Моррис споткнулась о выпирающую пластину. Прикосновение пальцев вызвало вспышку света. С потолка спустилась тонкая нить желтого огня, похожая на старую лампу накаливания, только куда ярче и ровнее. Свет начал просачиваться сквозь прорези в полу, освещая внутренние отсеки. На стенах проявились узоры, сложенные из переплетенных металлических трубок и рельефные символы. Фрейзер присмотрелся и выругался сквозь зубы. Символы не напоминали ни немецкий, ни английский алфавит, а местами были похожи на арабески, скрещенные с электрическими схемами. Первые несколько футов путь пролегал мимо стен с десятками крошечных люков, будто бы каждая секция была отдельным отсеком. Некоторые панели дергались сами по себе, издавая едва различимый щелчок. Беннет попытался открыть одну из них. Запор плавно съехал в сторону, и из-за металлической крышки выдвинулась узкая трубка, покрытая чередой крохотных зеркальных линз. Осборн замер. Воздух в коридоре начал странно вибрировать, будто невидимая волна прокатывалась вдоль пола. В этот момент под ногами историка Моррис пролилась капля какой-то жидкости. Она подняла кусочек льда, тот тут же растаял, лишь коснувшись черноватой поверхности пола. Пахло приторно-сладко, смешиваясь с металлической свежестью. В самой глубине тоннеля обнаружился массивный шлюз с прозрачной вставкой. Сквозь мутное стекло можно было разглядеть большую комнату, заваленную чем-то, что по форме напоминало приборные панели. Шлюз был плотно заперт, но как только Фрейзер дотронулся до его кромки, панель мягко дрогнула и отъехала вбок, открыв проход. Первое, что бросилось в глаза — обилие необычных приборов. Прямо у входа стоял пюпитр с наборами рычагов и крутящихся колес, каждая из которых плавно светилась изнутри зеленым светом. На стенах разместились десятки экранов, не плоских, как в современных компьютерах, а округлых, с выступающими линзами. Некоторые экраны были разбиты, но несколько из них мигали желтым светом, выдавая короткие вспышки символов. Неожиданно из глубины комнаты раздался короткий металлический стон. Студент Беннет испуганно отпрыгнул. На полу, под слоем пыли, кто-то заметил длинный рельеф, будто по этому тоннелю катился тяжелый валик или цепь. Пол едва заметно дрожал, и у каждого участника экспедиции потели ладони. Тогда Осборн заметил еще одно. Вдоль правой стены проходили высокие контейнеры, каждый высотой почти в 5 футов. На одном из них проглядывал герб, напоминающий эмблему с орлом, но размытый словно от времени. Он открыл один из контейнеров. Внутри покоился ряд цилиндров, похожих на аккумуляторы, только с плоскими контактами по краям. Один из цилиндров был чуть приподнят, с его торца тянулся тонкий жгут, уходящий под приборный щит. Исследуя комнату, Фрейзер внезапно схватился за голову. В ушах у него возникло гудение, резкое, тянущее вниз, как будто его что-то сжимает изнутри. В этот же момент в воздухе появилась едва заметная дымка, пахнущая горелым йодом. Моррис крикнула, что ей кажется, будто стены дышат вместе с их шагами. Осборн заметил, что пульт управления начал мерцать необычно ярко. Символы на экранах быстро сменяли друг друга, вспыхивали и затухали. Вся группа застыла, никто не знал, что делать дальше. Беннет, собравшись с духом, сделал несколько шагов вперед и наугад дотронулся до одного из рычагов. Раздался звонкий треск, и вся комната озарилась зеленым светом. Теперь было видно, что из главного пульта выдвигается тонкая пластина с толстыми папками, как будто внутри машины хранились документы. Свет отразился от поверхности пластин, и стены начали вибрировать все сильнее. Затем у Фрейзера потемнело в глазах. Он едва мог стоять на ногах, руки дрожали. Моррис пыталась что-то сказать, но голос срывался на хрип.
Казалось, будто сама машина втягивает из них энергию. Остальные участники с трудом держались на ногах, и только Осборн, прижавшись к стене, заметил мелькнувшую в глубине отсека тень. Неожиданные реакции не ограничивались только головокружением. Одна из панелей вдруг лопнула с оглушительным треском, и в воздухе раздался резкий металлический запах. Вся команда инстинктивно рванулась к выходу, но проход слабо светился изнутри и не выглядел больше как безопасный путь. В этот момент с центральной панели вырвался короткий сноп искр, и, казалось, весь воздух внутри машины стал тяжелее, словно кто-то повысил давление. Только спустя минуты напряжения и паники нащупали временную точку покоя. Свет потускнел, вибрация схлынула, но никто не мог объяснить, что только что с ними произошло. Археологи переглянулись. Им предстояло не просто разгадать устройство этой машины, а выяснить, что за неведомая сила управляла ее внутренним пространством. Оставалось только попытаться расшифровать символы на панели управления, ведь именно они могли объяснить, что только что случилось, и почему сама машина реагирует на их появление так, будто узнает незваных гостей. Когда команда впервые оказалась в самом сердце машины, их сразу окружил глухой теплый воздух и запах меди, будто за стенами только что прошла гроза. Прямо по центру зала высился массивный пульт управления, собранный из гладких дугообразных панелей и череды прямоугольных пластин. На каждой пластине выгравированы ряды странных символов, круги с разломами, треугольники с пересеченными линиями и кривые, напоминающие арабески, сплетенные в геометрические рисунки. Осборн медленно провел рукой по первой поверхности. Она оказалась неожиданно теплой, почти горячей. Над пультом возвышалась арка, внутри которой был подвешен огромный диск из полупрозрачного материала. Диск вращался медленно, без каких-либо видимых приводов, а по его поверхности бегали светящиеся руны, то вспыхивали, то гасли. Каждое движение исследователей в зале сопровождалось короткими волнами вибраций. Пол под ногами еле заметно дрожал, будто реагировал на их шаги. Фрейзер первым приблизился к пульту. Он наклонился и увидел, что внизу, на уровне колен, вмонтированы крошечные металлические рычаги. Каждый рычаг был покрыт узором из точек и прямых линий, а подписи рядом шли не в привычной латинице, а в виде сложных иероглифов. Когда Фрейзер неуверенно дотронулся до одного рычага, раздался низкий гул. С потолка сорвался пучок тонких световых лучей, которые полоснули по стене. Там, где свет коснулся поверхности, проявились изображения, схемы механизмов, похожие на турбины, чертежи с цифрами и нестандартные технические обозначения. У Моррис прямо на глазах один из экранов загорелся оранжево-красным и начал проецировать на стену последовательность символов. Сначала они шли ровными рядами, потом вдруг растворились в хаосе. Одновременно по залу прокатилась очередная волна вибраций, но на этот раз она сопровождалась клокочущим звуком, будто глубоко под полом включился мощный мотор. В этот момент металлические панели, находившиеся по обе стороны от пульта, стали сами собой открываться. Из них выдвинулись узкие полки с цилиндрическими контейнерами, отделанными странным черным покрытием. Беннет наклонился ближе, чтобы разглядеть один из контейнеров, но едва коснулся его поверхности, как со стороны потолка послышался режущий щелчок. Вся панель управления окрасилась быстрыми всполохами света, а в воздухе повис тяжелый запах озона. Осборн крикнул, чтобы все отошли от панели, но команда замерла. На дисплеях начали мелькать кадры слицающих силуэтов, похожих на чертежи машин, а затем всплыли фотографии, на которых виднелись группы людей в формах времен Второй мировой. В зале стало ощущаться давление, у каждого заложило уши, будто внутри внезапно повысилось атмосферное давление. На одном из сенсорных кругов зажглась зеленая спираль, от которой по полу побежали тонкие золотистые полосы, исчезая внутри стен. Панель управления продолжала жить своей жизнью, то вспыхивая, то затухая, то издавая серии щелчков, будто кто-то невидимый вводил код на неизвестном языке. На некоторых участках пульта обнаружились крошечные окошки, заполненные вековой пылью. За мутым стеклом двигались маленькие металлические зубцы, будто часы внутри машины не остановились ни на минуту, несмотря на ледяной плен. Фрейзер заметил рядом длинный красный рычаг, потянул осторожно. С потолка донесся скрип, и по одной из стен покатились капли масла. Вся комната наполнилась низкочастотным шумом, переходящим в электронный вой. Моррис, рискуя, записывала все на портативную камеру. Ее экран поймал за спиной резкое появление световых кругов, будто кто-то невидимый ходил по залу. В этот момент с центральной панели выдвинулся стальной ящичек с узором в виде разорванного кольца.
На крышке был вделан камень черного цвета, и стоило Беннету дотронуться до него, как по залу пронесся электрический разряд. Волосы у всех встали дыбом, ладони вспотели. Затем неожиданно заговорил звук. Из динамиков, вделанных в арочную конструкцию, послышались отрывистые фразы на смеси немецкого и английского, но слова будто были пропущены через искажающий фильтр. Вслед за этим зазвучал слабо различимый марш, перемежаемый короткими механическими фразами и странными сигналами, похожими на азбуку Морзе, но с лишними звуками. Слева от пульта историк Моррис обнаружила нишу, в которой под толстым слоем пыли лежал комплект ключей, напоминавших гибрид между отверткой и шприцем. По стене пошли короткие синие разряды, и вдоль потолка вспыхнуло полосами. Часть символов на панели загорелась ярко-красным, отчего по полу прошла еще одна волна давления. В этот момент все услышали, как за стеной прошел глухой удушливый звук, будто по корпусу что-то ударило огромным молотом. Сразу после этого одна из панелей на пульте начала затягиваться черной пленкой. Металл будто покрывался налетом, который сочился вниз, образуя лужицы вязкой жидкости у основания. Команда в панике пыталась зафиксировать происходящее на фото, но экраны их камер и телефонов мерцали и быстро садились. Внутри машины воздух стал тяжелым, многие почувствовали легкое головокружение. В зале витал неясный шум, то ли гул механизмов, то ли эхо чьих-то далеких голосов. Археологи понимали, загадочная панель управления не просто механизм, она была чем-то большим, чем могла вместить человеческая логика. Именно за этой стеной должен был находиться тайник с секретными документами и устройствами, которые могли раскрыть цель этой машины, и никто не догадывался, что их ждет, если они пойдут дальше. Когда археологи наконец оказались в дальнем углу центрального зала, их внимание привлек прямоугольный отсек в полу, отделанный глянцевым черным металлом без единой царапины. На крышке не было ни петель, ни ручек, только едва заметный контур в форме вытянутого овала. Фрейзер ощупал контур и вдруг почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Он потянул, и вся поверхность отошла вбок, открывая узкий лаз вниз. Под толстым темным стеклом оказался низкий туннель, ведущий к массивному ящику, залитому мягким зеленоватым светом. Осборн первым сунул туда фонарь. Луч выхватил ряды аккуратно сложенных папок, перевязанных черными лентами, и несколько массивных цилиндров размеров с крупные термосы. Все поверхности внутри ящика покрывала изморозь. Дрожащими руками археологи вытянули ближайшую папку. Обложка была выполнена из толстой, странно шелковистой бумаги, а по центру красовалась выгравированная эмблема — орел с перекрещенными стрелами. Под обложками скрывались десятки листов, исписанных мелким немецким шрифтом и необычными формулами на смеси английского и латинского. В одном из конвертов нашли листы с детальными чертежами, на которых были изображены странные спиральные механизмы, напоминающие сверхмощные турбины и какие-то генераторы с множеством нелинейных стрелок. В конце одного чертежа стояла жирная подпись «Проект Урверк». Врезка на немецком языке сопровождалась короткой заметкой на английском. Цикл запуска «Не прерывать». Рядом лежал потрепанный блокнот с диаграммами токов, расписанных в милях и ярдах, а на полях кто-то вывел нервным почерком. Температура постоянно нестабильна, энергия растет. Следить за временем цикла. Беннет обнаружил под стопкой бумаг небольшой ящичек из темного дерева. Внутри несколько странных медных ключей, 2 блестящих цилиндра величиной с бутылку газировки и крошечный стеклянный баллон с мутной жидкостью. На одной из металлических крышек выгравирована дата — декабрь 1944 и непонятная последовательность символов, среди которых угадывались латинские буквы и руны. Фрейзер вытащил цилиндр, и тот тут же начал нагреваться у него в ладони, словно внутри скрыт источник энергии. В баллоне жидкость вспенилась, когда ее встряхнули, выпуская густой пар с резким запахом уксуса и масла. Обследуя пространство вокруг тайника, историк Моррис заметила в стене нишу с металлической дверцей. Открыть ее удалось только с помощью найденного ключа. Внутри стояли 3 тяжелых контейнера, обмотанных проволокой и запечатанных сургучем. На крышках выцарапаны надписи на английском и немецком, среди которых выделялось предупреждение «Nicht öffnen, Gefahr». Внутри контейнеров скрывались необычные устройства. У одного — толстое стеклянное ядро, оплетенное витой медной катушкой, у второго — пластина с россыпью цветных кристаллов, а у третьего — набор пластин, покрытых слоем черного графита. Эти предметы шумели, потряхивали и магнитились к металлическим частям отсека, будто от них исходила слабая волна электромагнитной силы.
Ближе к дну хранилища Беннет вытащил свернутую карту. На ней полуострова Арктики, координаты и последовательности линий, соединяющих неизвестные точки. Внизу карты был выжжен штамп «Гехайма Командо Сахе». Моррис побледнела, увидев рядом еще один конверт, в котором были фотографии. На снимках командующие в летных комбинезонах без опознавательных знаков, странная аппаратура, а в углу силуэт той самой машины, окруженной инженерными мостками и фигурами в белых комбинезонах, на плечах которых красовался герб с орлом и ромбом. В одном из уголков ящика археологи нашли плоский овальный диск из светлого серебристого металла. Стоило Осборну поднять его, как по всей комнате пробежал короткий звон. На панели рядом загорелись новые символы, а из стены выехала еще одна маленькая полка. На ней лежал свернутый тонкий шнур и пара неизвестных приборов, похожих на радиостанцию и детектор одновременно. Один прибор показывал на экране быстро меняющиеся волны, второй издавал ровный ритмичный тик, будто отсчитывал невидимое время. В тайнике нашлась и еще одна странность. Пухлый альбом с серыми страницами, испещренными схемами портов, меток и рукописными инструкциями на смеси языков. Внутри затесался и лист с таблицей. По ней можно было определить периоды открытия ворот. Судя по загадочному кругу дат, какие-то события должны были произойти как раз зимой 1945-го. В конце альбома затерялась тонкая металлическая пластинка, на которой выжжена «Hauptausgang» в случае аварии запускать вручную. Никто не рискнул тронуть пластину. Моррис заметила на обратной стороне небольшие следы и подозрительный налет, будто предмет долгое время лежал в кислоте. Когда команда только начинала осматривать находки, воздух в отсеке вдруг начал густеть, и лампы вдоль стен замигали. Один из цилиндров в ящике слабо завибрировал, а из контейнера с медной катушкой вылетела искра. Кто-то не выдержал и начал торопливо паковать документы обратно. Те, кто остался, заметили. Все, что связано с машиной, реагирует на их присутствие. В этот момент в дальнем углу хранилища раздался глухой хлопок. Крышка последнего оставшегося контейнера с синими кристаллами медленно сама собой сдвинулась, и изнутри хлынула легкая голубоватая дымка. Они едва успели отпрянуть, как весь отсек заполнил запах горящего серебра и пара, а стены начали вибрировать все яростней. Дальнейшие попытки тронуть находки вызывали лишь новые странные реакции. Казалось, что вся машина каждую минуту готова запустить неведомый процесс, втягивая в себя все, что оказалось рядом. Внутри холодного сердца древнего железного монстра таились не только документы и чертежи, но и устройства, которых никто никогда не видел вне лаборатории Третьего Рейха. И пока команда пыталась разобраться с содержимым тайника, машина словно оживала, намекая, что с этой находкой шутки плохи. Их ждал еще более непредсказуемый поворот, необъяснимая реакция, которая застигнет всех врасплох в считанные минуты. Когда команда снова собралась в центральном отсеке, атмосфера внутри машины внезапно стала тяжелее, словно невидимая вязкая масса заполняла каждый дюйм пространства. Прямо у входа Беннет сделал шаг к панели, чтобы рассмотреть новые символы, которые только что высветились на экране, но не успел дотронуться, как в воздухе повисла слабо мерцающая сетка, будто сам воздух начал колыхаться волнами, а силовые поля пронзили все помещение тонкими нитями. Фрейзер первым почувствовал странное давление в висках. Он хотел что-то сказать, но губы слипались, будто от сильного жара. Моррис попыталась сделать фото панели. Камера на мгновение моргнула светом и тут же выключилась. В тот же момент воздух наполнился резким запахом паленого железа и гари, хотя ни один механизм внутри не двигался. На полу стали проступать невидимые ранее спирали, тусклые тени, разбегающиеся в разные стороны, как следы, оставленные вихрем. Главный инженер Осборн дошел до центра зала и остановился, когда прямо у его ног пол стал слегка прогибаться, словно под ним гулял тяжелый вал. Беннет резко присел, схватившись за голову. У него заложило уши, все вокруг поплыло, а за веками с легкой вибрацией прошла теплая волна. Почти все члены команды почувствовали тяжесть в груди, словно каждый вдох дается через слой густой горячей жидкости. Неожиданно один из приборов, найденных в тайнике, сработал сам по себе. Стеклянная трубка вспыхнула синим, а стрелка детектора начала бешено дрожать, метаясь от одного края шкалы к другому. Моррис попыталась отключить прибор, но ее рука вдруг перестала слушаться, словно на нее легла чужая сила. В этот момент ярко замигал центральный диск над пультом. По его поверхности побежали алые полосы, а в зале стало ощутимо теплее, как внутри работающего двигателя.
По стенам ползли зеленоватые тени, и каждый из археологов вдруг заметил, что простые действия становятся невозможны. Тело словно наливалось тяжестью, пальцы не разжимались, глаза слезились. Фрейзер попытался дотянуться до ближайшей колонны, но тут же оступился, пол покачнулся, как палуба корабля на волнах. Беннет сделал шаг к выходу, но вместо стальных стен перед ним встала туманная стена, внутри которой отражались собственные силуэты. Рядом с пультом панель лопнула, из-под нее вырвался столб горячего пара вперемешку с густой дымкой. Команда инстинктивно рванулась от центра, но ни у кого не хватило сил передвигаться быстро. Дыхание у всех стало поверхностным, будто каждый вдох выжигал легкие. Затем на потолке вспыхнула цепочка световых точек, и от них вниз скатились длинные голубые линии, словно шлейфы, касающиеся каждого из присутствующих. Эти линии не просто светились, археологи почувствовали легкое покалывание по коже, как будто электризация воздуха становилась нестерпимой. Осборн попытался дотянуться до лампы, чтобы разбить ее и вызвать хоть какое-то движение воздуха, но рука замерла в воздухе, а пальцы покрылись испариной. В этот момент в ушах у каждого пронзительно зазвучал ровный гул, переходящий в низкое ворчание. Оно будто исходило из самого центра машины. Затем Моррис воскликнула что-то еле слышное, но звук ее голоса начал теряться в густой пелене. Слова растягивались, будто кто-то замедлил время. Одновременно у всех перед глазами открылись цветные пятна, которые быстро разрастались до полной белой вспышки. Одна из панелей в это время снова вспыхнула, извергнув дождь искр. Весь отсек содрогнулся, приборы, бумаги, цилиндры — все начало дрожать, будто невидимая рука встряхнула комнату. Беннет, пытаясь устоять, с трудом выдохнул. В этот момент перед лицом вспыхнул короткий синий разряд, а ощущения в теле стали чуждыми. Температура резко упала, а потом вновь подскочила, как если бы весь воздух в отсеке превращался в катушку электрического заряда. Каждый почувствовал, что ноги подкашиваются, а мышцы будто теряют силу. Моррис хваталась за стены, но металлические панели разогрелись до невероятной температуры, к ним было невозможно прикоснуться. Низкий гул стал пробираться сквозь череп, в грудной клетке будто лопались невидимые пружины. Фрейзер закрыл глаза и сразу потерялся во вспышке белого света. В это время звучал еще один оглушительный хлопок, будто где-то внутри машины включился гигантский двигатель. В последний миг кто-то попытался дотянуться до рычага, чтобы остановить процесс, но сил не хватило. Тело подкашивалось, сознание ускользало, звуки исчезали. В считанные секунды весь зал опустел. Сначала дрожащие ноги, потом бесконтрольное падение. Камеры и детекторы валились из рук, бумаги разлетались клочьями, а приборы вздрагивали от невидимого импульса. Последнее, что видел Осборн, был оранжевый свет, бьющий в глаза через мутное стекло люка. И уже в следующую минуту ни один из археологов не мог ни кричать, ни двигаться, только падение в густой вязкой тьме, где не было ни воздуха, ни времени. Когда все стихло, над телами повисла полная тишина. Тени в зале медленно исчезли, а панели перестали мигать. Машина замерла, словно выжидая. После этого останется только вопрос, кем и для чего была создана эта необъяснимая сила, которая словно специально охраняла свои секреты, стирая память и волю у тех, кто попытался проникнуть в ее давно забытые тайны. Но пока никто не знал, что будет ждать их после пробуждения, на поверхности ледника уже начинали исчезать странные следы, а сама машина готовилась к еще одному, последнему контакту. Первым проснулся инженер Осборн. Холодный воздух жестко врезался в нос, словно его не было здесь вечность. Рядом медленно шевельнулся Беннет, а по другую сторону зала Фрейзер тяжело закашлял, силясь вспомнить, где он и что только что произошло. Вся экспедиция очнулась не сразу. Каждый лежал на полу, окруженный мелкими обломками льда и пыльными листами из тайника. Моррис с трудом поднялась, дрожащими руками схватилась за ближайшую металлическую часть панели, пытаясь встать. Голова шумела, перед глазами плавали блики, а тело не слушалось. Воздух в зале изменился. Тяжелая туманная пелена, царившая до обморока, рассеялась, уступив место ледяному сквозняку. Первое, что бросилось в глаза, исчезли почти все следы пребывания археологов в машине. Бумаги и приборы, что были разбросаны по полу, исчезли почти полностью. Остались лишь отдельные листки, а в большинстве мест пол выглядел так, будто никто не заходил внутрь долгие десятилетия. Беннет нашел под рукой свою записную книжку, но все записи на последних страницах были стерты. Остались только слабые вдавленные обрисы, словно текст был написан невидимыми чернилами.
Осборн кинулся к камере. Экран был полностью черным, аккумулятор разряжен, а последние кадры стерты. Попытки включить другие приборы ни к чему не привели. Приборы молчали, не поддавались восстановлению. Моррис рванулась к люку, выходящему наружу. Металлическая крышка снова стояла на месте. Она толкнула ее, и на этот раз люк открылся без усилия. За пределами машины снег лежал нетронутым, словно никто не проходил здесь последние дни. Все следы, оставленные на подходах, исчезли. Вместо натоптанных троп только ровная корка свежего инея. Платформа, на которой команда организовала исследовательский лагерь, опустела. Палатки были аккуратно свернуты, оборудование исчезло, даже следы костра засыпаны мелкой пылью, будто сам ледник затянул раны. Осборн позвал остальных, никто не сразу смог встать на ноги. Фрейзер осмотрел пол. Все металлические детали, на которые они опирались, снова покрылись толстым слоем инея, хотя в зале было довольно тепло. Вдоль стен не осталось ни одной отметины, ни царапины, хотя еще час назад металл был испачкан серебристой пылью и отпечатками ладоней экспедиции. На стенах исчезли даже следы ржавчины, все поверхности выглядели так, будто их только что отполировали до зеркального блеска. Команда вышла наружу и замерла. Там, где еще утром стояли штативы, ящики, генераторы и личные вещи, не осталось ничего. Невдалеке только заметная борозда на льду, ведущая от корпуса к исчезающему следу саней, но ни одной детали снаряжения не было видно. Беннет осмотрел ледник, его внимание привлекла воронка, которая вела в глубину прямо под основной корпус машины. Осборн спустился подключить анализатор к оставшейся пробе воды. Прибор выдал пустой экран и начал пищать, будто в цепи возникла пустота. Даже химические остатки, которые обнаружили в талой воде ранее, испарились, не оставив и намека на растворители из тайника. Следы жизнедеятельности, отпечатки, даже темная полоса, где пролилась жидкость, все исчезло. В небе над ледником плыли тяжелые серые тучи, шел мелкий снег, но его слой не мог бы скрыть все следы за такое короткое время. Моррис попыталась позвать на рацию ближайший пункт связи, но эфир молчал. Вместо помех только ровное шипение, словно частоты отсутствуют. Никто не мог понять, сколько времени прошло с момента, как они вошли в машину. У каждого часы стояли на разном времени, а стрелки плавно вращались вперед-назад, будто кто-то пытался их перезавести. В лагере не осталось ни одной записки, ни одного следа обуви, только свежий ледяной настил, гладкий как зеркало. Фрейзер заметил, что на основной панели управления теперь отражается лишь тусклый силуэт входной арки. Все символы и лампы погасли, диск над пультом остановился, а внутренние экраны заволокло изморозью. Попытки включить хоть один из приборов из тайника ни к чему не привели. Даже стеклянная трубка, которая раньше реагировала на прикосновение, потускнела и стала ледяной. Каждое устройство будто исчезло из реальности, оставив только пустую оболочку. Когда археологи попытались покинуть ледник, их снова окутал тот же странный холод. Казалось, что сам воздух вытягивает силу, не позволяя двигаться быстро. Вдалеке по обочинам ледяной трещины исчезали последние следы от саней и ботинок. А сам разлом стал уже, словно его сжимают невидимые тиски. Осборн окинул взглядом горизонт. Там, где должен был быть лагерь связи, виднелась только ровная снежная пустота. К вечеру экспедиция поняла. С поверхности исчезло все, что хоть как-то указывало на их пребывание и на саму находку. Даже фотографии, сделанные на телефоны и камеры, либо не открывались, либо сохранялись как пустые файлы. Оставшись без доказательств, археологи попытались хотя бы сделать заметки от руки, но ручки не писали, а карандаши ломались в руках. Весь лагерь был словно стерт с карты ледника. Той же ночью на льду вдоль машины начали появляться странные круги инея, которые быстро затягивались свежим снегом. Никто не спал, в каждом углу чувствовался холодный взгляд невидимой охраны машины. На рассвете команда не решилась возвращаться внутрь, каждый ощущал, что этот исполин больше не рад незваным гостям. Осборн, бросая последний взгляд на безмолвный корпус, заметил, как на стене проступил едва различимый силуэт, словно отпечаток руки. Но стоило ему моргнуть, как след испарился, будто его и не было. Когда экспедиция отправилась в путь домой, их настиг сильнейший буран за всю зиму. Лед быстро затянул все следы колес и лыж, а снег укрыл машину полностью. Уже через несколько дней в этих краях не осталось ни одного признака присутствия американских археологов, ни следов от лагеря, ни даже крошечного обрывка бумаги. Те, кто позже попытался выйти по координатам, не нашли ничего, кроме безмолвного ледяного плато.
Позже каждый из участников экспедиции будет мучиться провалами в памяти. Отчеты будут противоречивы, а попытки вспомнить детали встреч с машиной напоминали сон или галлюцинацию. Никто из команды уже не решался обсуждать события вслух. Архивы останутся пусты, электронная почта исчезнет, а координаты новой аномалии затеряются среди тысяч ледяных квадратов. Так арктическая пустыня вновь поглотит свою главную тайну, не оставив ни одного улики, и только в памяти каждого из участников останется зыбкий след того, что было реальностью, а что фантастикой.